Заполняем вместе на бенефиты. Под этим видео переходим по ссылке, выбираем свой штат, нажимаем кнопочку Go, и вы попадаете на сайт своего штата. Я буду говорить про Gaia Job and Family Services. Выбираем View My Benefits, нажимаем кнопочку «Подать Apply Now». Первый этап создания аккаунта. Вам понадобится паспорт, номер, соцномер, если он у вас уже есть, контактный номер телефона и адрес проживания. Итак, в первой главе Personal Information вводим основные данные. Это ваше имя. Вписывайте так, как оно указано в основном документе, по которому вы въезжали в США. Для большинства людей это будет, скорее всего, загранпаспорт. Далее middle name – это не отчество, а второе имя, у кого такое имеется. И фамилия в графе last name. Суффикс нужен для тех, кто обладает каким-либо титулом. Кто не относится к голубым кровям, пропускаем эту графу. Записываем дату рождения, начиная с месяца. Затем идет день и год. Для большинства в графе Social Security номер у вас еще ничего не будет, поэтому когда вы только приехали, поэтому можно оставить его пустым. Но позже, когда он появится, можно будет его внести туда, зайдя снова на анкету и скорректировав ее. Являетесь ли вы официальным представителем человека, который заполняет данную анкету? Это могут быть представители иммиграционной службы, менеджеры по работе с беженцами, переводчики и так далее. Так как заполняете вы сами за себя, то указывайте «нет», то есть «no». Если бы был такой человек, ниже выпало бы меню для введения его данных, то есть фамилия, имя, отчество, контактные номера и так далее. Жмем «Сохранить» и «Продолжить». Следующая вкладка – это контактная информация. Здесь вводим ваш контактный номер телефона в Америке, ваш имейл. Если такого еще нет, обязательно переходите по ссылке ниже, в идеале на Гугле его создавать, он подвяжет потом все. Здесь имейл – это вообще главный способ связи. Все самые важные сообщения, информация от всех органов власти касательно вас будет все приходить именно сюда. Далее вводим адрес вашего проживания в США, то есть номер дома, улица, город, штат. Выбираем из выпадающего меню индекс. Это очень важно. Бенефиты выплачивает тот штат, в котором вы проживаете на данный момент. Далее отмечаем, совпадает ли ваше место проживания с местом, куда приходит почта. Отмечаем «да», если не совпадает, тогда уже отмечаем «нет». И вам дополнительно нужно будет ввести второй тот самый адрес в таком же формате. Здесь отмечаем, как бы вы хотели получать уведомления от этой службы. СМС-сообщением на телефон или сообщением на email, электронную почту. Далее идет информация о том, что если захотите сменить способ уведомления вас в ходе вашего дела, вы сможете это всегда сделать через сообщение или через закрепленные за вами менеджера, то есть изменить это. И выбирая один из этих пунктов, вы соглашаетесь на получение этой информации и с политикой конфиденциальности. Соответственно, нажимаем его, жмем «Сохранить» и «Продолжить». На этой странице подвязался адрес, как он представлен в почтовых службах, поэтому выберите просто один вариант слева для домашнего адреса из двух предложенных, они, в принципе, должны быть одинаковыми. Вверху представлен адрес, как он в почте бы написан был, и внизу, как написали вы. И то же самое выберите один справа, но уже для того адреса, куда вы хотели бы, чтобы приходила ваша почта. Они могут совпадать, как в моем случае, поэтому просто жмите «Сохранить» и «Продолжить» после этого. Просто жмите «Сохранить» и «Продолжить» после этого. Важный этап создания пользовательского имени, который должен быть только буквами и одним словом, и пароля из 8 и более цифр, содержащие большие и маленькие буквы, цифры и разные символы. И при этом не содержать пользовательского имени, то есть то, что вы там вверху написали. Здесь предлагают ответить на секретные вопросы на случай потери пароля. Например, какая у вас была кличка в детстве, какие месяц и год, день рождения старшего брата или сестры, среднее имя старшего ребенка, в какой школе вы учились в 6 классе, имя вашего первого питомца. Второе. Ваша любимая спортивная команда. В каком городе живет ваш ближайший брат или сестра? В каком городе была ваша первая работа? Кто был героем для вас в детстве? Какое среднее имя вашего старшего брата или сестры? Ставим галочку.
Вписываем все эти ответы, ставим галочку, что согласны на обработку персональных данных, жмем кнопку «Зарегистрировать», «Продолжить». Проверяем информацию, которую только что ввели, и жмем аналогично «Продолжить». Запишите всю информацию для дальнейшей идентификации вас. Reference number, их контактный номер телефона вместе с рабочими часами. Вы также можете нажать кнопку «Продолжить» и подтвердить вашу личность позже. В разделе Home Page, нажав на Verify Your Identity вместе с закрепленными за вами работниками Job and Family Services, чтобы завершить подачу на бенефиты. Жмем «Продолжить». Здесь они напомнили, чтобы мы связались с работниками для верификации, потому что мы сейчас этого не делаем. Жмем «Продолжить». Поздравляю, вы создали аккаунт, и теперь переходим к заполнению формы подачи на бенефиты. Далее выбираем опцию Apply for Cash, Food, Medical or Child Care Assistance. Жмем Apply for Assistance. Если хотя бы кто-то один из вашего домохозяйства, кто подает на бенефиты сейчас, отмечаем «Да», вы именно этим и заняты, собственно. Жмем «Продолжить». Чтобы понять, можете ли вы рассчитывать на помощь по здоровью и другим бенефитам, они уведомляют, что вам будут задавать вопросы про вас, людей, проживающих вместе с вами под одной крышей, и всех, кто будет вписан, собственно, в ваши возвращения налогов. Они попросят ваш социальный номер страхования. Если такового еще нет, то не страшно. Дата рождения попросят узнать, информацию о месте работы и доходах всех людей в вашем домохозяйстве, если таковые, конечно, имеются у вас, я про доходы, другую американскую медстраховку, если имеете. Если получаете американскую помощь от государства, тоже надо будет указать все ваши текущие расходы на аренду, коммунальные платежи, заботу о детях. То есть вся предоставленная информация будет, естественно, приватной. Галочкой отмечаем согласие на обработку данных и нажимаем «Продолжить». Далее идет инструкция о том, какие есть кнопки. Вообще такой странный момент. И как их нажимать? Логично было бы это сделать до того, как треть работы уже была просто сделана. Просто прокрутите вниз и нажмите «Продолжить». Здесь спрашивают, хотели бы вы принимать участие в голосовании. Если да, то нужно будет заполнить форму по поводу голосования онлайн по указанной голубым цветом ссылке. Для этого вам понадобятся водительские права, фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, последние 4 цифры номера социального страхования. Следующий вопрос. Хотели бы вы получить копию регистрации на голосование? Я выбираю «Нет», так как и голосовать не собираюсь. Далее вносим свои фамилии, имя, отчество для подачи заявления на бенефиты, номер телефона, электронную почту. Отмечаем птичкой, что хотели бы получать уведомления о ходе вашего дела через email, то есть тот, который вы указали. Заполняем адрес проживания, там, где вы сейчас живете, да, номер дома, улица, город, штат и индекс. Выбираем такой же у вас адрес получения писем, что и адрес проживания. Так как вы подаете анкету сами, то есть вам не помогает заполнять ее уполномоченное лицо, действующее от вашего имени, то выбираем «Да». И выбираем, на какие бенефиты подаем. То есть медстраховку, в моем случае я ее уже сделала, на еду, на личные деньги для семей с детьми или на 6-м месяце беременности и больше. Забота о ребенке, напомню, я не являюсь уполномоченным лицом, так как в этом видео просто знакомлю вас с тем, как это можно сделать самостоятельно и что это, собственно, означает. Рядом с вами не сижу и за вас этого не делаю. Поэтому просто жмем, что вы действующее лицо. Ваш суммарный доход для уплаты налогов в текущем месяце составил менее $150. Выбираем «Да», так как еще не работали в США, чтобы иметь какой-либо доход. Ваши суммарные источники дохода в наличных, чеках и сбережениях в американском банке меньше, чем $100? Да, так как у вас еще даже нет американских банковских счетов и зарплаты, собственно. Являетесь ли вы иммигрантом или сезонным фермерским работником? Что тут пишем «нет», потому что вы приехали сюда по U4U. Ваши ежемесячные расходы на аренду, выплату за дом и коммунальные платежи, там типа газ, отопление, вода, свет, телефон, что там еще есть, выше, чем ваш суммарный доход до того, как вы платите налоги. Да, если таковые имеются. В моем случае это нет, если за вас платит спонсор.
Ваш суммарный доход после уплаты налогов и всех расходов, связанных с домом, заботой о ребенке и так далее за текущий месяц, равны нулю. То есть если вы все, грубо говоря, заплатили и у вас ничего не осталось. Выбираем, соответственно, да или нет, и по вашей ситуации смотрите и жмем на «Сохранить и продолжить». Помните, что если вы выбираете «да», то вам нужно будет потом приложить доказательства о тех самых расходах, оплатах счетов и так далее, которые вы там указали. Угу. Указываем свой пол. Если женщина, то female, второе. Если вы мужчина, то выбирайте первое. Вводим дату рождения, начиная с вашего месяца, потом число и потом четырехзначный год. Если номер социального страхования еще у вас не выдан вам, да, значит оставляем место пустым. Выберите причину, по которой у вас нет его. То есть неотложная медпомощь иностранцам, если подали и была отклонена. Религиозные исключения, подали, и оно еще в рассмотрении, пока его, то есть не получили, да, и мне нужна помощь в получении Social Security Number. Если ФИО на нем совпадает с ФИО, указанным здесь, просто ставим «да». Гражданин ли вы США? Соответственно, ставим «нет». Статус замужества выбираем из предложенного меню. То есть брошен, разведен, я не знаю, что они имели в виду под брошен, разведен, легально расстались, замужем, женат, живете порознь, одиноки, никогда не был замужем или женатым и овдовевший. Известны ли вы под другим именем? Если меняли его, то указываете «да». Вы покупаете, готовите и едите пищу с другими людьми. Здесь имеется в виду, что если ваш спонсор вносит вас в свои налоги, то выбираете «да». Или если вы сами содержите кого-то и вносите его в свои налоги, например, ребенка, да, то отмечаете тоже «да». В остальных случаях нет, в остальных случаях нет. Есть ли у вас инвалидность, выбираем соответственно «да» или «нет», ну и там, скорее всего, выпадет меню, чтобы его заполнить. Беременны ли вы, выбираем соответственно. Были ли вы недавно беременны, если в течение 3 последних месяцев были беременны, отмечаем «да». Вы слабовидящие, выбираем, соответственно, по вашей ситуации. Вы слабослышащие, ну, аналогично, выбираем по вашей ситуации. Жмем «Сохранить» и «Продолжить». Проживаете ли вы в Огайо сейчас? Да, так как подаем на бенефиты в штате Огайо и живем здесь, то есть выбираем «да». Если вы проживаете в другом штате, перейдите по ссылке, которая находится под этим видео на сайте вашего штата. Там может все немножко иначе, конечно, выглядеть на этом сайте, но суть, по сути, будет та же. Так, вопрос. На каком языке говорят в вашей семье чаще всего? Я указала русский. Хотели бы вы, чтобы вам предоставили переводчика? Нет, так как я, в принципе, говорю на английском, ну а вы, конечно, выбираете по своей ситуации. То есть, если вам нужен был бы переводчик, указали бы «да». Вам его найдут, и все общение будет проходить через него за бесплатно, и тогда вы будете его указывать как уполномоченное лицо вот в тех вопросах, которые были до того. Какой язык коммуникации вы предпочитаете посредством имейла, так как я указывала имейл, например, да? Я выбираю английский в моем случае. Есть ли у вас иммиграционные документы? Имеют в виду, въехали ли вы в страну официально? Соответственно, да, потому что мы все сюда по U4U заезжали. Укажите, какие для наших людей, ну, то есть это поле можно оставить, в принципе, незаполненным, так как нет нужного нам в списке статуса паролей, поэтому просто идем дальше. Но для остальных по программе предотвращения суицида, легальное разрешение на постоянное место жительства, например, грин-карта, беженец, если ваша виза была не U4U, в случае политического или другого убежища, временное разрешение на работу, если приехали по визе заработков, временный статус защиты, это временный статус, предоставляемый правительством в Соединенных Штатах правомочным гражданам определенных стран. А по визе путешественника, студента, другой визе и последняя жертва торговли людьми, Господи, Боже упаси. Вас спонсируют? Да, если этот человек за вас за все платит, и вы едите, грубо говоря, с одного стола. Укажите вашу расу. Индианец, уроженец Аляски, азиат, черный или афроамериканец, уроженец Гавайи или других островов Тихого океана, белый. Я выбираю, да, белый. Далее, вы испанец или латинос? Нет. Жмем «Сохранить» и «Продолжить». Все.
Далее проверяем всю указанную информацию. Если нужно ввести какие-то коррективы, нажимаем на вот эту красную кнопочку Edit и корректируете все, что нужно. Если все в порядке, просто жмете «Сохранить и продолжить». Здесь добавляем других членов вашего домохозяйства, которые потом вписываются в налоги. И если подает муж, то указывает здесь, соответственно, свою жену, детей, родителей, если они тоже будут зависеть от его заработков и живут вместе с ним, соответственно. Жмем «Добавить» и вводим их фамилию, имя, отчество, живут ли они в вашем доме, временно не с вами или живут где-то еще. То есть выбираем, подает ли и он на бенефиты, отдельно от вас, то есть сам за себя. Это чтобы избежать двойной выплаты бенефитов. Ставим «Нет», так как подаете вы все вместе одним домохозяйством, а он просто как глава его подает за вас. Ну и жмем «Сохранить и продолжить». Указываем пол, дату рождения, начиная с месяца, соцномер, если есть. Указываем, совпадает ли имя на соцномере и здесь в анкете, если, естественно, он у вас есть. Если его нет, просто указывайте причину, как и тогда, неотложная медпомощь иностранцам, если подали и была отклонена религиозное исключение, подали и оно еще в рассмотрении, пока не получили его, да, мне нужна помощь в получении ССН, можно оставлять пустым, так как в моем случае это ребенок. И есть ли у этого человека инвалидность, которая ограничивает один или более ежедневных активностей. Например, вы приехали с мамой, которая не ходит. Указываем, соответственно. Слепой ли это человек? Нет. Сохранить и продолжить. И так проделаем, в принципе, с каждым членом семьи, подаем всю информацию. Кнопкой Add Another Person добавляем остальных членов семьи, ну а кнопкой Delete Person, соответственно, удаляем. Ну и так далее. Жмем «Сохранить и продолжить». Если кто-то из вашего домохозяйства, кто ходит в школу, колледж или институт, я пишу «да», так как у меня сын ходит в школу. Участвует ли кто-то в местной забастовке? Я надеюсь, что нет, поэтому ставьте «нет». Если кто-то в вашем домохозяйстве, кто работает или самозанятый и при этом получит доход в ближайшие 30 дней, нет, потому что у нас никто еще тут ничего не имеет. Покинул ли работу кто-то в течение 90 последних дней? По той же причине нет. Сохранить и продолжить. Далее, если вы выбрали опцию, что кто-то ходит в школу или получает какое-либо другое образование, вам выпадает отдельное меню. Выберите человека из этого списка, впишите название учебного заведения, выберите вид организации, предоставляющей образование. В моем случае это начальная, вернее, там есть начальная школа, вот, да, 1-5 классы, средняя школа, 6-9 классы, это мой случай, старшие классы, 10-12, колледж или вуз, профессиональная школа, GED – это тесты общего образовательного развития по 4 предметам, сдача которых подтверждает, что испытуемый имеет академические навыки на уровне старшей школы США или Канады. Здесь это связано с тем, что многие вообще не заканчивают даже 9. Имеете ли вы техническое образование, программа трудоустройства и обучения, грамотность взрослого населения или английский как второй язык? То есть выбираете. Как много задействован? Полный рабочий день, половина дня, если посещать всего несколько предметов, предписанных для полного образования. Меньше половины, например, просто курс английского. Ожидаемая дата окончания, пишите месяц, день, год. Жмем «Сохранить» и «Продолжить». Здесь мы, как всегда, проверяем внесенную информацию. Кнопочкой Add Another Entry добавляем еще детей, если у вас таковые имеются. Нажимаем кнопку Continue, продолжаем, сохраняем. Информация про доходы. На следующих нескольких страницах они зададут вам вопросы про вас и людей в вашем доме, домохозяйстве, которые зарабатывают или получают деньги. Если вы подаете на денежную помощь или помощь с едой, вам нужно будет предоставить подтверждение того, что вы получаете дополнительный доход по обеспечению или бенефиты ветеранов, например. Обе категории к нам, украинцам, естественно, не относятся. Если кто-то в доме, включая детей, кто собирается получать средства любым из ниже перечисленных способов. Дополнительный доход по обеспечению, социальное обеспечение по инвалидности, соцобеспечение по пенсионному возрасту,
соцобеспечение по несчастным случаям, железнодорожная пенсия, пенсия железнодорожная по инвалидности, по несчастным случаям, военная пенсия, частная пенсия, работник государственных органов 401К, это форма ветеранской выплаты по инвалидности. Ну, для наших украинцев здесь все нет. Если кто-то в доме, включая детей, кто собирается получать средства любым из ниже перечисленных способов. Помощь на детей, получаемая в Америке, алименты от американского супруга, проценты, дивиденды, сдача в найм, компенсации по безработице, военные выплаты от американских органов власти и американских лиц и предприятий. Ну, то есть для наших украинцев здесь все нет. Если кто-то в доме, включая детей, кто собирается получать средства любым из ниже перечисленных способов. Выплаты от Департамента жилищного строительства и городского развития, займы и подарки, еда и комната, стройки и бенефиты, любой вид выходного пособия при увольнении, плата приемной семье в случае удочерения американских детей, выигрыш в лотерею, вдруг, как работнику по присмотру за лежащими, выплаты по болезням. Ну, в большинстве случаев, естественно, к нам это не относится, просто нет. Получает ли кто-нибудь из вашей семьи гранты на образование, финансовую помощь, на переквалификацию? Ну, естественно, для большинства из наших это будет тоже нет. Здесь все вопросы касательно только США. Получил ли кто-нибудь из членов вашей семьи пособие по недееспособности за последние 12 месяцев от американского работодателя? Естественно, нет. Получил ли кто-нибудь из членов вашей семьи пособие по недееспособности в результате травмы на работе за последние 12 месяцев? Ну, естественно, для большинства нет, потому что мы просто еще даже не работали. Собирается ли кто-нибудь из членов вашей семьи получать выплаты в результате выигранных дел в суде? Ну, опять, для большинства тоже нет. Получает ли кто-нибудь из членов вашей семьи одежду, жилище или еду в обмен на работу? Здесь даже, если да, то ставьте нет, потому что это недоказуемо. Нет. Получаете ли вы доход, не указанный здесь? Естественно, пишем нет. Проверяем информацию, сохраняем и двигаемся дальше. Информация по расходам. Имеете ли вы расходы на заботу о ребенке, взрослом человеке, ну то есть взрослом или пожилом, может, ему там плохо было. В моем случае я ставлю нет, вы сами по себе смотрите. Есть ли расходы на оплату жилья? Опять-таки, я ставлю нет, потому что я еще живу только с сестрой. Есть ли медицинские расходы, например, вы лежите в больнице? Тоже нет. Если у кого-то из вас Medicare, это страховка для пожилого населения, выбираем по обстоятельствам, но так как это ваш первый раз, то, скорее всего, будет тоже нет для всех. Выплачиваете ли вы алименты супругу или ребенку? Нет. Тут все равно все касается американской системы. Несете ли вы расходы за газ, электричество, отопление, воду и так далее? Если, например, снимаете жилье, то выбираете «да». Есть ли у вас расходы, как у самозанятого человека, то есть когда вы открываете собственное дело в США, здесь можно списывать, кстати говоря, все свои расходы типа на нужды своей компании. Например, купили новую машину, типа для бизнеса, и вовсе не для себя, и в налогах вам будут возвраты этих денег. Ну, по крайней мере, частичные, так точно, приличная часть. Если, например, поели в дорогом ресторане, можно списать, ссылаясь на бизнес-ужин с будущим деловым партнером, ну и так далее. И вам эти налоги тоже будут возвращаться. Но об этом нужно будет снимать отдельное видео, наверное, там много интересного. В моем случае я, естественно, выбираю нет. Сохраняем и продолжаем. Здесь мы проверяем и подтверждаем всю эту информацию нажатием красной кнопочки. Источники доходов членов вашей семьи. Имеете ли вы или кто-либо из вашей семьи ликвидные ресурсы, похоронные страховки, счета в банке, страховка жизни, фонды по взаимным пользованиям, кредиты на дом, контракт о продаже дома там, и так далее. Но это все касательно американского бытия здесь. Для большинства наших это нет, так как нам нужно сначала вообще построить кредитную историю, чтобы хотя бы половина из этого можно было заиметь. Есть ли кто-либо среди вас, обладающий недвижимостью, строения, дома, земли, дома на колесах,
Опять-таки нет, потому что у нас нет их американских. За последние 5 лет продавал, отдавал, покупал из вышеперечисленного что-нибудь? Естественно, нет, мы только приехали. Кто-то из вас владеет такой собственностью, как урожай, скот, личное имущество иностранного спонсора, домашняя живность, птица, другие орудия труда? Ну, нет, мы только приехали. Зарегистрирован ли в США на ком-то из вас автомобильный транспорт? Даже если вы на нем не ездите. Ну, у меня этой машины нет, поэтому я ставлю нет. Если вы уже успели обзавестись таковой, то, соответственно, ставите да, и потом там выпадет меню, чтобы вы его могли заполнить. Этот блок посвящен членам вашего домохозяйства и тому, кем они вам приходятся. Если кого-то забыли указать, нужно вернуться во вкладку People, люди, и внести там изменения, добавив нужного человека. Под понятием родительский контроль подразумевается, что взрослый проживает вместе с ребенком до 18 лет и ответственен за него. А другой родственник также может быть ответственным, только если у ребенка нет родителей или приемных родителей, проживающих с ним. Указывайте не более 2 людей на одного ребенка. Под словом «супруги» подразумевают законным образом заключенный брак с данным человеком. То есть если вы просто проживаете, это не считается. В первом поле отмечаем, кем приходится этот ребенок тому, кто заполняет анкету. В моем случае это мой сын. В перечне второй строчкой идет тетя, дядя. Далее ребенок, двоюродные братья, сестры, внук, внучка, дедушка или бабушка, сводный брат или сестра, племянник, племянница, другой родственник, родители биологические или приемные, мачеха, отчим, брат, сестра, супруг, супруга, приемный ребенок, брат или сестра от одного из родителей от другого брака и не являетесь родственником. В случае, если вы усыновили ребенка или стали законными опекунами, то в следующем поле указать дату вступления в права. В принципе, можно и оставить пустым. Равно как и третью строчку, где можно было бы указать, каким именно опекуном вы являетесь. Поставьте галочку, если вы являетесь одним из тех, на чьем попечительстве находится этот ребенок. Ну, в моем случае, так как я приехала с моим сыном, то я выбираю себя, да, и ставлю галочку. То есть, если вы и есть родитель. Нажимаем «Сохранить» и «Продолжить». Раздел «Иная информация». Находится ли кто-либо из членов вашего домохозяйства в указанных ниже местах? Учреждение алко- и наркозависимости, дом престарелых, проживание в кампусе с питанием, федеральные субсидированные жилье, центры проживания для слепых или инвалидов, дом на полпути – это учреждение для реабилитации отбывающих наказания заключенных, вылечившихся наркоманов, психбольных, приюта для бездомных, больницы, частные лечебницы по уходу за престарелыми людьми-инвалидами, психбольница, укрытие для женщин, понесших домашнее насилие. Но это все, что касательно Америки. Прекращались ли предоставление бенефитов по одной из ниже приведенных причин? Грубо говоря, вы не хотели искать работу или посещать обучение. И второе, в случае невыполнения соответствий к требованиям взрослого трудоспособного без ребенка. То есть, например, неявка, притворство больным, там, намеренные ошибки и так далее. И третье, в целом, если вы уклоняетесь от получения или выполнения работы с целью получения бенефитов, то нужно было бы здесь везде отметить, да, но к нам все это просто не относится. Находится ли кто-либо в заключении на территории США? Вообще все, что они спрашивают, это касательно страны США. Хотели бы вы указать кого-либо как уполномоченное лицо действовать от вашего имени? А уполномоченное лицо, напоминает, это взрослый человек старше 18 лет, который действует от вашего имени, с вашего разрешения, и все письменные, все вообще письменное и устное общение будет проходить через него. Ну, например, это ваш переводчик, вы не знаете языка. Отмечаем «нет», если заполняете сами и действуете самостоятельно, то есть от собственного имени. Сохранить и продолжить. Скрываетесь ли вы от преступления, от уголовного преследования из Нью-Джерси или нарушаете условно-досрочное? Ну, естественно, ставим «нет». Получали недавно или получаете ли вы сейчас бенефиты от другого штата? Да или нет? Служите ли вы на военной службе в США? Скорее всего, ваш ответ тоже будет нет. Кстати, насчет службы в США я сниму специальное видео, вам понравится.
Сохранить и продолжить. Здесь галочкой отмечаем, если хотели бы получать информацию по правильному питанию для детей, у них здесь с этим большая система, или обучаться кормлению грудью, там, если вы впервые мама, да, а также получать фудстемпы на определенное питание, например, детское питание там, и так далее. И ставим вторую галочку, что вы ознакомлены, в принципе, со всей этой информацией по здоровью и связанной с беременностью, и что понимаете, что можете сделать запрос, в принципе, на эти услуги в любое время. Жмем «Сохранить» и «Продолжить». Проверяем информацию и снова жмем кнопку «Сохранить и продолжить». Все просто. На вопрос, помогает ли вам кто-либо заполнять эту форму, пишите «Нет». Я не учитываюсь, я просто здесь сторонний человек, который вам объясняет, что это означает. Сохраняем и продолжаем. Делайте скрин адреса, где находится ближайшее отделение вот этого Gaia Job and Family Services, потому что именно туда, скорее всего, вам нужно будет подъехать, чтобы привезти дополнительные какие-либо документы, такие как, например, счета за аренду, если вы указывали, что снимаете жилье и платите за него сами. Ну и сохраняем и продолжаем. Здесь говорится о том, что вы должны будете предоставить доказательства всего, что вы указывали, то есть те документы, что вы там оплачиваете счета, что у вас ребенок входит в школу, что кто-то там, допустим, болеет или там лежит в больнице сейчас и так далее, и так далее. То есть все, что вы там говорили, вы можете прямо сейчас загрузить. Это либо позже подъехать к месту назначения на предыдущей страничке, которая была, и привести им оригиналы. Сохранить и продолжить. Так, в открывшемся окне вы подтверждаете, что дали правдивую информацию о себе и что ваши данные используются только по назначению. Для этого в самом низу ставим галочку, что вы прочли документ о правилах конфиденциальности. И в поле ниже вписываем ваше имя и фамилию, что вроде своеобразной электронной подписи. Ну и, наконец, жмем кнопку «Подать заявление». Юху, я поздравляю, вы это сделали! Следующим вашим этапом уже будет одновременная подача на номер социального страхования и авторизацию на работу. Вместе с мини-подсказкой, как ускорить эту процедуру получения с 7 месяцев до 2 недель. Все, люблю, целую. Жду от вас лайка, поддержку моральную за создание этого видео в течение целого месяца. Теперь для просмотра своих бенефитов и состояния дела вашего достаточно нажать кнопку «Логин» на сайте Gaia Job and Family Services. После этого перейти в самый низ и нажать на кнопочку «Access My Benefits».